Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн арт-проект Нью Московиты. С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова. Как сделать архаичное современным и глобальным? Давайте спросим у современного московского художника Аладдина Гарунова. Здравствуйте, Аладдин. Здравствуй, Наташа. Вы яркий пример того, что искусство не имеет границ. Парень из горного дагестанского селения стал художником с мировым провинансом. Роберт Мазервелл говорил, что вопрос, как писать, может быть сложным, но в результате он все равно технический. Намного сложнее вопрос, что писать. Вы согласны с выражением, что искусство универсально по форме и локально по содержанию? Да, я даже еще будучи студентом, вот эту задачу для себя уяснил и, почувствовав, ходил в библиотеку иностранной литературы, изучал Нью-Йоркскую школу, русский конструктивизм, этот период, и плюс еще этническое. И пытался, соединив вот три единства, найти свой путь, да? Да. И вот этим я почти до сих пор, получается, занят, но мои поиски, они меня привели к чему-то, к такому, что меня понимают. В Нью-Йорке понимают, в Париже, и принимают как за свое искусство. Хотя я делаю искусство, где соединяется этническое, да, а при том, что есть и ковер. Даже Марат Гельман говорил, при том, что есть ковер в твоих работах, но ты европейский художник, чем восточный. Да, кстати, в ваших работах присутствуют очень часто артефакты быта. Ковры, обувь, чистых нет у меня резина. Но вынутые из быта, они приобретают совсем другие смыслы. Как вы пришли вот к такой своеобразной трехмерности работ, да, и почему именно так вы решили выразиться? Наверное, это еще во мне сказывается. Ну, то есть отец мой каменщик был, он известный строитель был, да, в Дагестане. Ну, то есть чувство формы в пространстве, чувство формы как рельефа. То есть у меня нет чистой живописи, почти нет таких работ. Какой-то элемент коллажа, даже какой-то элемент объектов в работах, это уже присутствовало буквально после Строгановки сразу же, да, в первых работах тоже. Вот. Но если я использую, допустим, ковер с какой-то резиной, да, это смысл такой, что я сталкиваю этно с техно, да, форма глобализации, да, вот, мирового, да, то, что портит природу и так далее, с исчезающими культурами этих народов. Да. Восток-запад сталкивается, этно с техно сталкивается. И тогда возникает столкновение двух крайностей, это есть как бы истина того, что происходит. Да, то есть именно вот контрасты, столкновения дают вашим работам вот эту энергетику, энергию, да, которую нельзя не ощутить, находясь с ними рядом. Да, конечно. Ну, в первую очередь, конечно, вот многие, допустим, могут соединить одно с другим, но получается картинка такая не произведение искусства, а рассказ какой-то. Да? Но мне важно, чтобы еще пластическая вещь была достаточно минималистичная, музейного высшего порядка, как пластическое искусство. И в то же время смысл был сказан образно. Вот даже часто мне даже в Нью-Йорке говорили на моей выставке, что вот ваша работа очень минималистичная внешне, но очень энергетичная внутри. Да, это очень В них чувствуется. есть такая мощная сила, которая прет оттуда. Вот это вот очень важно. Я с самого начала об этом думаю, когда что-то создаю. Мне важно, чтобы
сила была внутренняя, а не поверхностная, и декоративная, что-то такое. Ну, то есть вы хотите донести определенный месседж своими работами, да, определенный смысл в них вкладываете и хотите, чтобы это понял ваш зритель? Или, в принципе... Ну, в принципе, я о зрителе не часто думаю. Я Как живу настоящий теми художник. мыслями, которые меня волнуют, но я стараюсь, чтобы эти мысли были не литературщиной, да, а это образ был, сильнейший образ. И поэтому я ищу, какими средствами это я делаю, и какой смысл в этом будет. И в первую очередь, чтобы произведение было произведением искусства Да. музейного порядка. То есть я никогда не делал что-либо на продажу, На там, заказ, думая там, о да, том, что там продать какой-нибудь богатой тетеньке к обоям, да, или еще что-то. Ну Нет. да, чтобы кому-то Я понравилось или чтоб подошло никогда к не делал. интерьеру. И это уважают музеи. Ну, правда, музеи у нас не любят покупать. Нам всегда говорят, что денег мало, но мы просто любим тебя. твои Музеи работы. любят принимать в дар. Принимать в дар, да. Вот. Ну, они у меня есть и в Третьяковке, Русском музее, Музей современного искусства, да, как-то. А вот эта трехмерность живописи, она переросла в скульптуру или это все происходило параллельно? Вы же еще и скульптурой занимаетесь, помимо того, что создаете. Даже более того, когда я закончил Строгановку, я там учился на художественной обработке металла, да, там у нас скульптура была и живопись. Да. Вот. Но я по действительности я ходил еще с первого курса в библиотеку иностранной литературы и изучал... Запрещенку. Запрещенку. Но прикинулся, что я очень плохо говорю по-русски. Да. И мне махнули рукой, один был не русский в группе. Удобно тогда, Да, вроде удобно бы я было, да. русский, россиянин, но я не Ну, русский. уходил в библиотеку иностранку, изучал Нью-Йоркскую школу, там, вот, западное искусство, русский конструктивизм времен. Вот, то есть. И искал свой путь. И еще будучи студентом. Потом я ушел в скульптуру. Я начал сначала как скульптор. То есть сначала была скульптура. Да, я как скульптор начал. И там тоже, я, по-моему, даже раза 3 или 4 я был в Доме творчества в Переславле-Залесском, в Доме скульптор по месяцу. Вот, начинал как скульптор. Но потом я понимаю, да, начал понимать, что у меня нет средств финансовых, чтобы скульптуры были не такие, как вот, допустим, мосховские, да, там, Да, я поняла такие вас. традиционные, какие-то обнаженки, какие-то слащавые позы и так далее. Я все время хотел там тоже новое что-то. Но я себе не мог позволить и финансово. Я ушел из скульптуры вот, больше в живопись. Ну, то есть даже не живопись, а арт-объекты, как картина, что ли, скажем. Ну да, это Вот, даже и там не уже просто стал картина. искать, да, вот принципы барельефов там уже появлялись в работах. Вот, искал свою форму там. Но сейчас я опять вернулся в скульптуре, но уже с другими мыслями, с другими идеями, с Это другим хорошо. интеллектуальным багажом, что ли, или как-то. Да. Вот. А почему вот все-таки именно ковры и резина? Ну, достаточно, скажем так. Здесь вот, ну, скажем, ну, во мне сидит все-таки дагестанец, да, как ни крути. Ну, то есть локальное в каждом художнике, Да, это вот откуда локально. мы родом. Ну, у меня такой принцип. Из своего аула во весь мир. Очень хороший принцип. И весь мир свой аул. Вот это вот как бы движение в пространстве мировое, и потом к себе, ну, имеется в виду к себе не только в аул, да, ну, и Я поняла, к сознанию, к своей традиции и так далее, культурам своим. То есть вот это вот соединение мировое и свое, это вот принцип моей как бы творчества тоже. Поэтому, если я использую ковер, это как символ некий, с отсылом к традициям народным. Ну да, такой достаточно И в уже то же время, архаичный символ. В то же время в этом есть и трагичность, потому что исчезают эти культуры, эти вещи, которые я называю символичными, да, в том же Дагестане тоже. Вот. Вместо того, чтобы традиционные ковры ткать, уже какие-то розочки ткут по бокам тех же ковров. Ну, то есть керамика исчезает. То есть она Это очень кичевым. печально. Очень печально, да. Вот. Но я соединяю как бы традиционное, плюс еще вот материал, который противоположный. Вот эти противоположные миры и есть как бы идея этой глобализации, что ли. Ковер это как именно символ вот этой архаичности, традиционности. Да. Резина это наоборот символ такого технократии, вмешательства человека в окружающую среду. Да. А обувь?
Это же очень сильный образ. Обувь, да, я целый проект делал, «Тотальная молитва», длинный ряд видео, когда один день в Курбан-Байрам, религиозный праздник, собираются миллионы людей и заполняют улицы на проспект Мира около мечети, да? Ну да, в мечеть же заходя Да, нужно раззуваться, и все это молятся стоит. прямо на улицах, это всем известно. Также и в Париже есть видео, которое там происходило, и по всему миру вот эти вот. Даже там на одном желтом такси в Нью-Йорке пакистанец молится прямо на капоте. Это видео, длинный ряд видео и длинный ряд работ, да, без швов, с обувью. Обувь – это мусульманин при входе в мечеть, он снимает обувь, заходит и там молится. Ну, естественно, туда приходят разные люди. И хорошие, и плохие, все оставляют энергетику на ковре, своей энергии, своих ног. И поэтому часто бывает так, что я с краской на ногах, ковер, как бы топчу краской, и остаются эти тактильные мои отпечатки следов Оставляйте на свои ковре. подписи, А внизу энергетику. 2 ряда обувь. Но обувь должна быть тоже не новенькая. Новенькая она еще мертвая. Согласна. А ношенная, сильно ношенная. С бэкграундом и энергетикой Да, тоже. энергетика каждого человека. И даже привозят иногда после хаджа в Мекке. И мне отдают, я тогда уже использую Ничего это себе. работы. Ну, это вы очень сильный человек, вы работаете, получается, не только со своей энергетикой, но и с чужой, с энергией. А чаще всего, да, потому что все предметы, которые я использую, та же обувь, ковер, они все прожитые жизнью человека. Да, я об этом и говорю, В них что... есть история человека. То есть вы как бы все это аккумулируете в себе и все это выносите на работу, делая, как-то объединяете. Да. Моя задача говорить о чем-то философском и духовном вместе, о проблемах Востока и Запада. То есть я должен соединять миры, да? Вот в этом вы видите свою миссию, да? Да, Вот соединить моя миссия через искусство, несоединимое. правда. Но в то же время не впадая в рассказ. Вот, допустим, мне в советское время не нравились вот эти прикладные искусства народов. Средней Азии, Кавказа, все делали картинки. Да, такая лубочность, да? Лубочная и такая красивенькая, декоративненькая. Мне это не надо. Я хотел от этого уйти, и, по-моему, что-то получается. Абсолютно точно, потому что на самом деле народное искусство любого народа, это прежде всего не декоративность, а именно какой-то смысл, какой-то месседж, да, во всех этих узорах, во Вот те всех же этих знаках. ковры, это письмена. Да. В них каждый знак читаемо. Это отсыл от одного поколения к другому. Признаки, допустим, древо жизни, да, понятно, это символ плодородия, жизни, крест, знак солнца, да, оберег может быть и так далее. То есть это отсыл каких-то знаков и письмена к другим поколениям. То есть ковер – это письмо. Да, и вы берете эти знаки и вплетаете в свое произведение. Вот когда мои работы смысл. приезжают куда-то в Париж или в Арабские Эмираты, то каждый считывает с работы, сколько он может считать. Согласна. То, что в нем допустим, самом европеец есть. видит чисто пластический ход, да? А, допустим, какой-нибудь араб, который мусульманин, Знаком, он считывает другие какие-то информатику. Но при этом другую. каждый находит свое. При этом каждый находит И свое, да. Вот у меня в связи с этим как раз-таки и последний вопрос. На какое-то время наши российские художники и вообще мы все поверили, что мы стали частью глобального мирового рынка. Да? И это казалось, что это так. Хотя интерес к советскому искусству прошел очень быстро, когда оно стало уже, в общем-то, когда Советский Союз распался, и все стало видно, понятно и доступно, тоже не особенно интересно. Бум на русское искусство 90-х тоже достаточно быстро прошел. И наши художники, они попали уже в существующий дискурс, где очень большая конкуренция. И своих художников предостаточно. Вот имея такой опыт, соединения, несоединимого, локального и глобального, Востока и Запада, все-таки как и о чем нужно писать, чтобы быть интересным и актуальным глобально? Не только в рамках отдельно взятой страны, города, общества. Глобально это не только от художника зависит. Это должна быть выстроенная система, которая есть на Западе, да? И в Америке, на Западе. Арт-бизнес – это художник, галерея, куратор. Это целая система со своими субъектами, и те же покупатели, да, люди с деньгами.
Вот. У нас это абсолютно не выстроено, вообще никак. Это да. Хотя интерес к нашему искусству, это, скорее всего, вот этот период, когда Малевич, Кандинский, вот этот вот самый большой период, когда они повлияли на тот же Кандинский, до него не было абстракции, можно сказать. Ну, она И была, вот, но он все это как бы, да, собрал, да нет, даже теоретизировал. Пикассо, он разрушал форму, но он еще до абстракции не дошел, даже другие тоже. Но он все-таки создал абстрактный мир. Вот. Но дело даже не в этом, а просто от страны зависит. От людей с деньгами зависит, как продвигать это вот искусство, как, допустим, это делает Китай, да? Китайское правительство, как я так слышал, что они как бы Субсидируют да, галереи, там, да. миллиардеры, китайцы, ну, с просьбой государства, они начинали вкладывать в своих художников. Потом этими художниками начинали заниматься западные галеристы, зная, что китаец приедет и купит этого же китайца, из Китая приехал, купит своего же, чтобы продвигать свое искусство китайское. И многие с ними с удовольствием работали, и их же покупали, чтобы это была некая такая вертящая система, да. Этого у нас нет, да. У нас, мы называем там всегда Кабакова, но я не знаю, Кабаков, по-моему, мне он не интересный как художник. На самом деле получается, что и Одного даже не смогли раскрутить, как, допустим, как это китайцы делают или что. Авангард ведь тоже особо в русский не вкладывало государство, чтобы его продвинуть на Западе, но само искусство, сама идея, его новизна была такова глобальна, что она повлияла ведь на самом деле на искусство всего мира, они не же, только нашего. тот же Кандинский в Баухаузе, по-моему, был. Им Нет, они были, уезжать, да, но это же не государство их как бы там нет, они посылало, туда они уезжали, сами. а если Да. бы они, может быть, сидели бы здесь, может, ничего Да. не случилось. То же самое, как и нонконформисты, да, уезжали за границу и тоже были интересны, как те, кто противостоит тому государству, которое там было непонятно. А сейчас, да, получается, мы в такой ситуации, что вроде бы открыто, вроде бы закрыто, непонятно, но без денег, без помощи со стороны государства, без помощи со стороны состоятельных людей, конечно, продвинуть все это очень сложно. трудно. Но вот даже в моей жизни, да, я дагестанец, но в Дагестане ни один богатый человек не вкладывается в искусство, им вообще даже непонятна роль художника. Ну, Они я знаю, считают что их- наши богатые люди вкладывают деньги в то, что уже состоялось как искусство и признано. Там начало но это в 20 России, века. а Да. в Дагестане даже этих нет. Там вообще считают художника несчастным человеком, за которого там нельзя отдать дочь замуж. Это уже все, это все несчастное, будет у меня там дочь или еще кто-то, потому что художник это такой вот, ну такой Непонятно, бомж да, чем- такой, который не знает, на что живет и зачем живет и так далее. То есть полное ничто вот в этом плане Дагестан, поэтому приходится оттуда уезжать. Да, это К всё, конечно, сожалению, очень но я печально. надеюсь, что надо как-то приходить к этим людям, объяснять. Не только Мне мне, тоже видимо, так специалистам кажется, приходить да. надо объяснять Да. им, что это есть деньги. Искусство 200 миллионов долларов может стоить одна Ну, работа на Западе. да, может, для этого должен быть рынок, но даже если не говорить о том, что искусство это деньги, все-таки искусство это единственное, что человеку может дать те эмоции, которые даже нельзя купить за деньги на самом деле. Если вот так вот брать, да, вот крупных странах, мы берем Италию. Кого мы знаем? В первую очередь. Не правители же какие-то, я не Конечно, запомнил их. да. Мы знаем Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Да. там, Боттичелли и так далее. Да. Да? Вот. И в любой такой стране, да, и то есть высшее искусство не может ничего быть. Это потом показывает кучу, когда проходит много Согласна. времени. За границей тоже знают Толстого, Достоевского, Кандинского, Малевича, все то же самое. Да. Ведь Третьякова-Морозова оставили после себя крупнейшие коллекции Да. и музеи. Да. А чем они занимались, какие у них заводики были, кто помнит, кто знает. Но если бы они этим не занимались, никто не запомнил. Да, бы. нужно вот как-то донести эту мысль до Но состоятельных это нужно людей, довести до что это их шанс людей. остаться в истории Вот- и сделать полезное для своей страны я и подтягиваю общества. ремень, может быть, впроголодь живу, но ни разу не делал ничего на продажу. И в то же время я столько уже сделал для Дагестана того же, да? Не говоря только и для России, но ни один дагестанец боком даже не хочет повернуть с деньгами человек, поддержать проекты, которые им же дают имидж. Да, хотя на самом деле вас сложно назвать просто дагестанским Нет, я, художником конечно, и даже просто российским художником, ну, хотя вы российский художник, потому что ваше искусство действительно, оно понятно людям из разных стран, и говорите Да. вы именно на том Кстати, глобальном более языке. даже там понятно, за бугром
чем в России. Реакция на мои вещи, они быстрее понимают. Ну, потому что, насколько я изучала этот вопрос и читала, в Америке это было поставлено именно на поток со стороны государства. Современное искусство как некая идеология, которому обучали, начиная там со школьной скамьи. То есть люди к этому восприимчивы, людям это понятно, потому что они этим занимались, они это изучали. Да. Будем надеяться, что в нашей стране это тоже произойдет рано или поздно. Будем надеяться. Спасибо. Работаем. Да, а мы Работаем. будем пока делать свое дело. Будем Вы- работать, друзья. Вы создавать искусство, а я рассказывать Да. об искусстве. А и вам спасибо большое, Спасибо что большое, Аладдин. занимаетесь вот таким нужным делом. На сегодня все. До встречи на канале и помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины.